Vigilante 8 — это настоящая классика игр битвы на машинах от разработчика Lux of Lux. Но по сравнению со своим самым ближайшим конкурентом Twisted Metal, у игры вышло столько частей, что можно пересчитать по пальцам обеих рук Капитана Крюка. Первая часть была перевыпущена на PS1 в издании Greatest Hits. А чтобы такое произошло, играм нужно было продать хотя бы 400 тысяч копий. Вторая часть вышла под закат эпохи PS1, но у нас в России все равно имела большую популярность. Кстати, именно в этой части есть довольно любопытная защита от пиратства, о которой, похоже, никто особо не говорил, и я вам об этом обязательно расскажу в следующем ролике. Но вот затем каких-то очень крутых частей не выходило. Мы получили еще версию на Game Boy Color, которая выглядит, так себе. И потом фанаты долго ждали хоть какую-то часть и наконец-то получили долгожданную Vigilante 8 Arcade, которая по сути была все той же старой V8, то есть буквально той старой V8, только на модельке Subdivision накинули для более гладкой графики. А так, там были все те же самые уровни, персонажи, даже музыка из ранних частей и лишь парочка новых карт, которые вышли в DLC. Но самое отстойное, эта игра выходила в сервисе Xbox Live Arcade, то есть распространялась она в цифровом виде, и как коллекционер я даже не могу купить диск с ней и поставить на полку. Итого всего лишь 4 части. 4 части, как так? Ну ладно, давайте еще сюда плюсанем созданную той же Lux of Lux игру по франшизе Star Wars Demolition, которая в целом играется, прям так же, как оригинальная V8, и по сути реально является как бы рескином V8 с новыми персонажами и картами. Опять же, нам хватило ровно одной руки, чтобы пересчитать все игры этой замечательной франшизы. Кстати, с вами Коджим, и добро пожаловать на видео по этой замечательной игре. Да что там, такое впечатление, что и в комьюнити не так часто вспоминали об этой игре, и не так много ресурсов можно было найти в сети по ней. Хотя не так давно все же стали всплывать обсуждения и видосы этой классики. Ну и вишенка на торте. Неделю назад я совершенно случайно наткнулся на этот замечательный фанатский проект, который называется Vigilante 8 Second Offense Online. В декабре 2023 года как снег на голову свалился этот релиз от пользователя Killzone 3363 или же Стефан Вранжес. И самое крутое, пока я писал текст для этого видео, вышло новое обновление. Так что же такое Vigilante 8 Second Offense Online? Конечно, это не новая номерная часть франшизы, но это настоящая дань уважения оригинальной классике. Это реверс-инжиниринг порт игры на Unity, который собрал в себе карты из двух оригинальных частей, всех персонажей и миссий из второй части, а также добавил возможность играть по сети с друзьями или со случайными игроками. И после парочки попыток я вам скажу, что фанаты этой игры слишком круто знают ее. Но самое важное, игра сохранила самое главное в этой игре в первозданном виде, ее зубодробительный и глубокий геймплей. Геймплей в V8 всегда был хорош, недаром в старых журналах с прохождениями игр можно было найти много советов, как делать комбинации в эми, тоталить врагов, то есть добивать их, и много-много разных других секретов. Ну а если вы вообще раньше не слышали про эту игру, то я вам скажу, что там есть полностью разрушаемое окружение, и это на старушке PlayStation 1 в 99 году. Это нереально. С первых же секунд этот порт показывает все уважение создателя к исходному материалу. Красиво заанимированные менюшки, полная настройка всего и вся, от графики до управления. Сохранены режимы прохождения, аркады. А все ролики в игре были обработаны с помощью хороших апскейлеров, и они выглядят намного более четко и детально, чем раньше. Конечно, порт не лишенный изъянов. Например, подкачала оптимизация. У меня не самый передовой компьютер, но эмуляцию PlayStation 1 он тянет спокойно и в увеличенном разрешении. А тут мы имеем не эмуляцию, а именно что порт. То есть, по идее, работать-то он должен лучше, но в большом разрешении у меня часто случались жуткие просадки, поэтому пришлось ставить самое маленькое разрешение. В принципе, примерно таким оно и было в оригинальной игре. Ну а если у вас хорошее железо, то вряд ли вы столкнетесь с такими проблемами и сможете поиграть в этот шедевр с улучшенной графикой. Все это, конечно, очень круто и реально отличная новость для фанатов Vigilante 8, но меня все еще беспокоит один вопрос. Это легальный аспект данного порта. Ведь права все еще принадлежат Activision, а порт сделан какими-то людьми, скорее всего, без их согласия. Конечно, на сайте игры все ссылки ведут на соцсети Activision, но в верхней части экрана мы можем наблюдать кнопку «Купить», которая пока еще недоступна. И не совсем понятно, автор планирует продавать игру, права на которую принадлежат большой корпорации. А может быть, вся эта ситуация — это просто вброс от самой Activision для того, чтобы подготовить нас, игроков, к новой возможной части.
Даже оригинальный разработчик Vigilante 8 обратил внимание на этот порт и даже стримит его время от времени. Я думаю, мы узнаем вскоре, будет ли новая часть. Было бы еще очень круто на самом деле, если бы автор выпустил исходники своего проекта. Это бы открыло потенциал для портов на еще больше устройств, как минимум на Linux, PlayStation Vita или Nintendo Switch. Но, возможно, такое действие точно привлечет внимание Activision, и они закроют этот проект. Так что, ребята, поторопитесь, качайте эту игру, пока еще автору не пришло письмо от юридического отдела Activision прямо сейчас. Если все это, конечно, не их умный ход по привлечению внимания к франшизе. Ну и спасибо вам за то, что посмотрели это видео. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк и кидайте мне на карту 100 000 рублей в качестве доната. Номер карты будет в описании. Пока.